Привет, друзья! Сегодня мы снова гуляем по жилому комплексу Минск-Мир. На этот раз мы исследуем дома и дворы в кварталах Евразия, Центральная Европа, Средиземноморский, Южная Америка. Мы уже в квартале Евразия. Справа, по адресу Игоря Лученка, 1, расположен 19-этажный Санкт-Петербург. Дом монолитно-каркасный, построен в 22 году. В нем 2 сквозных подъезда, бесшумные скоростные лифты. Квартиры свободной планировки. Потолки 2,70. Большие панорамные окна в пол с усиленными, не бьющимися двухкамерными стеклопакетами. Пожалуйста, не забывайте о лайках и подписке. И ждем ваших комментариев после просмотра. Кто не смотрел первый выпуск о кварталах между улицами Аэродромной и Николы Теслы, переходите по ссылке в описании. Напомним, что раньше на месте жилого комплекса находились взлетно-посадочные полосы, авиаремонтный завод и несколько других предприятий. Сейчас в этом доме на 2-м этаже продается квартира без ремонта общей площадью 62 квадратных метра. Цена за квадрат – $1708. Современные игровые площадки с мягким покрытием для малышей и детей постарше. Детский сад номер 580. Кроме стандартных музыкального и спортивного залов, здесь есть бассейн и даже компьютерный класс. Дом Тбилиси, Николы Теслы, 10. Дом каркасно-блочный, 19 этажей, построен в 2022 году. 1 сквозной подъезд. Здесь продается много квартир на 1-м этаже, точнее сказать на 2-м, так как все первые этажи в Минск-Мире отданы под коммерческую недвижимость. Квартиры примерно одинаковой общей площади, около 65 квадратных метров. Все без отделки. Цена за квадратный метр – $1709–1940. Рядом дом Ереван. Адрес – Николы Теслы, 14. Практически близнец дома Тбилиси. В нем есть в продаже квартиры на этажах повыше. Например, сейчас на 17 этаже продается небольшая квартира с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 34,5 квадратных метра. Жилая – 28. Цена за квадратный метр – $2846. Дом Баку, Белградская, 6, 25 этажей. 1 сквозной подъезд. Построен в 2022 году. Все еще продается весь 1-й этаж без отделки. Есть небольшая квартира 47 квадратных метров, цена за квадрат $1998. И квартира побольше, 64 метра, с 2 санузлами. Цена за квадратный метр – $1940. Дом Нур-Султан, Белградская, 8. Близнец дома Баку. Кстати, с названием поторопились. Столицу Казахстана, Астану, в 2019 году переименовали в честь Нурсултана Назарбаева, первого президента страны. А в 2022 году
Уже новый президент Токаев предложил вернуть историческое название. Конечно, все поддержали. Так что Нур-Султан остался только в виде 25-этажки в Минске. Дом Калининград. Улица Игоря Лученка, 7. Каркасно-блочный, 16 этажей, один сквозной подъезд. Построен в 2021 году. Дом Москва. Улица Игоря Лученка, 5. 21 этаж, один сквозной подъезд. Построен в 2021 году. Как и во всех домах Минскмира, на первом этаже дизайнерское лобби. Места для отдыха и ожидания, консьерж-сервис. Установлено видеонаблюдение. Также предусмотрены комнаты для хранения велосипедов, зоны для мойки лап животных. Продается просторная квартира на 19 этаже с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 72,5 квадратных метра. Жилая 64,6. Цена за квадратный метр – $2552. Улица Игоря Лученка. С противоположной стороны строится квартал «Счастливая планета». Там мы будем гулять в следующий раз. И последний дом в квартале Евразия – Екатеринбург. Адрес – Игоря Лученка, 9. 25 этажей, один сквозной подъезд. Построен в 2021 году. В нем продается больше всего квартир, в основном на первом этаже. Общая площадь около 49 квадратных метров, без отделки. Цена квадратного метра примерно $1940. На 13 этаже продается квартира-студия с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 31 квадратный метр, жилая 24. Цена за квадрат – $2694. Следующий квартал – Центральная Европа. Двадцатипятиэтажный дом «Прага» по адресу Игоря Лученка, 11, построен в 2021 году. В нем продается пентхаус на 25 этаже. Окна в пол выходят на 3 стороны. Представляете, какой открывается панорамный вид? Высота потолков 3 метра. Сделана чистовая отделка. 2 санузла. Общая площадь 116 квадратных метров. Жилая 72,6. Цена за квадратный метр $2142. Следующий дом – Варшава. По адресу Игоря Лученка, 13. Это близнец Праги. В нем продается несколько квартир без отделки на первом этаже. 46 квадратных метров по цене $2591 за квадрат. Дом Бухарест Игоря Лученка, 15. Построен в этом году. 25 этажей, один сквозной подъезд. Особенность – наличие подземного паркинга и кладовых для жильцов в подвальном этаже. Один из лифтов панорамный. На 9 этаже продается квартира без отделки, общей площадью 58 квадратных метров. Цена за квадрат $1967.
Еще раз смотрим на дом Варшава с другого ракурса. А здесь строится 12-этажный дом София с подземным паркингом и террасами на последних 3 этажах. Адрес – проспект Мира, 10. Дом Прага. В Софии квадратный метр выше среднего в Минскмире. Например, будущая квартира на 10 этаже площадью всего 38 квадратных метров предлагается за $3125. Построить обещают в следующем году. А это дом Вена. Улица Николы Теслы, 18. 19 этажей. Построен в 22 году. Напротив – дом Будапешт. Улица Николы Теслы, 16. 22 этажа, один сквозной подъезд. Построен в 22 году. Продается квартира на 15 этаже с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 46 квадратных метров. Жилая – 36. Цена за квадрат – $2749. Вена. Один сквозной подъезд. Продается квартира на 3 этаже с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 77 квадратных метров. Жилая – 70. Цена за квадрат – $2010. Для сравнения, здесь же продается квартира на 2 этаже без отделки, общей площадью 36 квадратных метров. Цена за квадрат – $2486. Дом Белград. Улица Николы Теслы, 20. 15 этажей, один сквозной подъезд. Построен в 2024 году. Продается квартира на 13 этаже с ремонтом, мебелью и техникой, общей площадью 60 квадратных метров. Жилая – 53. Цена за квадрат – $2760. Преимущество дома Белград – рядом вход на станцию метро «Аэродромная». На противоположной стороне знаменитый дом «Волна» в квартале Эмиратс Люкс. Там мы гуляли в прошлый раз. Напоминаем, что этот ролик вы можете посмотреть по ссылке в описании. По подземному переходу отправляемся в следующий квартал.
Мы находимся на территории будущего многофункционального центра Минск-Мир. Пока построен и действует только торгово-развлекательный центр «Авиамолл». Но к 2027 году должен быть достроен Минский международный финансовый центр, архитектурный ансамбль, включающий 5 высотных сооружений. Поговорим о них чуть позже. Авиамолл открылся еще 30 апреля этого года. На сегодня это самый крупный по размеру в Беларуси торгово-развлекательный центр. В нем точно работает гипермаркет «Грин». А вот что еще, сейчас узнаем. Мы идем по первому этажу. Надписи «Скоро, скоро, скоро». Это единственное, в чем здесь нет недостатка. На сайте Авиамолл заявлено, что здесь помимо гипермаркета «Грин» разместятся более 500 магазинов и бутиков, мультиплекс-кинотеатр, фитнес-центр, огромный фудкорт и подземный паркинг на 3000 мест. Но пока вот так. Попробуем спуститься на нулевой этаж в гипермаркет «Грин». Поищем лифты. Торговый центр напрямую связан с метро. Но мы не будем искать этот проход, нам важно выйти на противоположную сторону. Вот они, 5 башен Минского международного финансового центра. Самая высокая – 42 этажа. Обещают достроить в конце 2027 года. Улица Братская. И мы переходим в квартал Средиземноморский. Дом Портофино. Адрес – Братская, 7. Всего 10 этажей. Построен в 25 году. Один сквозной подъезд. Дом оснащен 2 лифтами – грузовым и панорамным. На 10 этаже есть квартира без отделки. Общая площадь – 41 квадратный метр. Цена за квадрат – $2174. Следующий дом – Пальма де Майорка. Тоже 10 этажей. 25 год. За ним дом Тель-Авив. Адрес Братская, 3. Здесь уже 14 этажей. Построен тоже в этом году. Один сквозной подъезд. Дом оснащен 2 лифтами, грузовым и панорамным. Продается квартира на последнем 14 этаже, без отделки, общая площадь 40 квадратных метров.
Цена за квадрат – $2411. Следующие 3 дома построены друг за другом вдоль улицы Николы Теслы. Это Канны, Ницца и Монако. Все по 25 этажей. Канны, Братская 1, построен в 22 году. 2 других еще раньше, в 21. В доме Канны на 20 этаже продается квартира с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 57 квадратных метров, жилая 50. Цена за квадрат – $3129. В доме Ницца, адрес Николы Теслы, 24, на первом этаже продается много квартир без отделки. Цена за квадратный метр – $2091. Дом Тель-Авив. На 3-м этаже продается квартира с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 31 квадратный метр, жилая 28. Цена за квадратный метр – $2710. Эти дворики очень радуют глаз, особенно в пасмурном ноябре. И вот картинка для контраста. Дом Миконос, Братская, 9, 10 этажей. Построен в 24 году. 3 сквозных подъезда. Продается квартира на 10 этаже с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 67 квадратных метров. Жилая 57. Потолки 3 метра. Цена за квадрат – $2780. Следующие 3 10-этажных дома были построены в 23 году. Лимассол, Родос, Санторини. В Лимассоле по адресу Лученка, 19, продается квартира на 3-м этаже с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 60 квадратных метров, жилая 46,5. Цена за квадрат – $3099. В Санторини по адресу Лученка, 25 продается квартира на 9-м этаже с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 43 квадратных метра, жилая 40. Цена за квадрат – $2898. В
квартале Средиземноморский вдоль улицы Жареса-Алферова строится еще 3 дома – Ибица, Валетта и Анталья. А мы переходим в квартал Южная Америка. Самые первые дома этого квартала построены в 23 году. Вот 3 одинаковые 25-этажки с одним сквозным подъездом. Слева Каракас, справа Гавана, за ней Буэнос-Айрес. В доме Гавана по адресу Лученка, 29 продается много квартир без отделки на первом этаже. Цена квадратного метра – $1963. Дом Лима, улица Жареса-Алферова, 5, 21 этаж. Построен в 25 году. Всего таких 3 дома. В доме Лима продается квартира на 13 этаже с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 63 квадратных метра. Жилая 61. Цена за квадрат – $2249. В доме Буэнос-Айрес по адресу Лученка, 31 продается квартира на 21 этаже с ремонтом, мебелью и техникой, общей площадью 40 квадратных метров, жилая 28. Цена за квадрат – $2770. 2 ярких дома впереди, слева Мехико-Сити, справа Панама-Сити. Построены в этом году. 19 этажей. В доме Панама-Сити, улица Леонида Щемелева, 16, продается квартира на 12 этаже с ремонтом, мебелью и техникой общей площадью 41 квадратный метр. Жилая 36. Цена за квадрат – $2754. А на первом этаже продается квартира без отделки общей площадью 81 квадратный метр. Цена за квадрат – $1806. Примерно по такой же цене, около $1800, предлагают квартиры без отделки в соседнем доме. Улица Леонида Щемелева. В доме Мехико-Сити, улица Леонида Щемелева, 14, на 5-м этаже продается квартира без отделки общей площадью 63 квадратных метра. Цена за квадрат всего $1673. Впереди еще 3 одинаковых дома, по 25 этажей. Все построены в 24 году. Сан-Паулу, Монтевидео,
и дальний – Бразилия. В доме Сан-Паулу по улице Леонида Щемилева, 10, продаются квартиры на 7-м этаже с ремонтом, мебелью и техникой. Общая площадь 39 квадратных метров, жилая 32. Цена за квадрат $2455. Поворачиваем на улицу Николы Теслы. Квартиры без отделки в этих домах предлагаются по цене за квадрат около $1950. Дом Монтевидео. Дом Бразилия. А это Богота. Интересное решение лоджии. Рядом дом Сантьяго. В доме Богота по адресу улица Жареса Алферова, 1 продаются квартиры без отделки по цене $1620-1975 за квадратный метр. Итак, на сегодня наша прогулка по кварталам комплекса Минск-Мир завершается. В следующий раз мы погуляем по кварталам между улицами Игоря Лученка и Михаила Савицкого. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Поделитесь в комментариях вашими впечатлениями от увиденного. Спасибо, что смотрите наш канал. До встречи на следующей прогулке.